Всем привет, с вами Костян. Мы по-прежнему во Вьетнаме. Сегодня на обзорчике у нас безлимитка. Давненько их не было. И эта безлимитка у нас была уже на обзоре, но очень и очень давно. Сегодня мы решили повторить тот самый эксперимент, который в предыдущий раз нам показался удачным. Конечно же, проверим качество, цены и, само собой, разнообразие. Изменилось ли что-то с тех пор за VIP-билеты? А вот это вот отдельная VIP-билетовная. Специальная говядинка и ракушки авалон с рыбкой кабоб. Честно говоря, не богато. Ребят, тем более, что все под одним и тем же соусом. Это на одного или на двоих? Это на двоих, ты же видишь, все в двойном экземпляре. Ага. Был бы ты один, Рома, здесь, тебе бы раз, два, три. Бедненько. Бедненько, бедненько, согласен. Но пиво безлимитное зато. Небольшое фаер-шоу. Ну и начнем с чего-то простецкого, а именно те овощи, которые мы набрали в шведском столе, и то, что у нас уже было заказано, а именно тебе дают бумажку, сейчас вы ее видите на экране, и ты просто отмечаешь, сколько порций того или иного блюда тебе нужно. У нас с Ромкой по шашлычку. Ром, хватай какой-нибудь. Вот давай целый. Здесь я не удержался, помидорку уже съел. Ну и быстренько и приступим. Это вкусно. Здесь кальмар. Здесь креветка, болгарский перец, лучок. Подгриливаешь и то, что надо. Креветка с хитином. Она не целиковая, там половинка такая. И она с хитином. Ровно так же, как и кальмар с кишочками и со всем остальным. Ну да. Ну в шашлычке же можно чистить, правильно? У кальмара хитиновую полосочку. Я не знаю, может, они это съедают. По мне, это не очень. А в целом вкусненько. Ну и, как всегда, я мимо бами не прохожу. Это замечательный вкусный овощ. Мы сами приготовили для него соус, полили, сделали, и это вкусно. Никогда мимо нее тоже не проходите. Поехали далее. Роман, ты попробовал шашлычок? Да, вот насчет шашлычка хочу сказать. Обычно в таких микрошашлычках на шпажках хромают овощи, но в порядке мяса. А здесь наоборот, здесь овощи отличные, а креветка с хитином, кальмар не почищен. То есть наоборот. Знаешь, на потоке нарубили, на тебе все насували. Ну, почистить дело не хитрое, ну, ленится. Баклажанчик.
Не, спасибо, я овощи не буду. Я Ну, хоть- оставлю место под что-нибудь Под вкуснее. мясо. Под мясо. К нему и перейдем. Это просто человек взял такой, рубанул со всего лосося. Я не против. Я вообще ни разу не против. Вот так кинем. Пускай вот так вот шкурка и зажаривается. Ну и дополнительные, хотел сказать, крылышки. Нет, не крылышки, плавнички. Вот так. И еще разочек перевернем, если что. Главное, не передержать. А то вон тот, смотри, зажаривается. Сейчас с Ромой сразу и поделимся. Половинку Теше Роме со шкуряткой. И каких-нибудь подзажаристых плавничков. Пока лягуха жарится, заценим то, что они здесь подают в качестве лосося. Ну, это семга. Соуса я никакого не чувствую. Теша хорошая, жирненькая, вкусная. Для безлимитки, в общем-то, сойдет. Но, к сожалению, безлимитка здесь, понимаете, ограничивается в том, что ты не можешь сидеть себе и заказывать вот сплошняком вот эти вот плавнички. Ты должен все-таки какое-то разнообразие, там вот эту вот табличку тебе принесли, и одним лососем плавничками сыт не будешь. Придется всякое разное пробовать. С точки зрения качества, да нормально. Все неплохо. Слушай, мне очень понравилось то, что они не залили это каким-то вьетнамским соусом, который бы перебил вкус рыбы, потому что вкус красной рыбы, лосося, там, как это, лосось, что ты сказал? Семга. Семга, я очень люблю. И здесь именно вкус самой рыбы. Так что все круто. Претензий нет. Это действительно вкусненько, жирненько. К сожалению, не стейки, но ладно. Короче говоря, как одной из составляющих, когда ты здесь пришел и что-то просишь, у них нормально. Сейчас вот бы еще лягуху нам, пока вся эта суета не спалить, и тогда будет совсем хорошо. Иди сюда. Вот эта мясинка уже готовая. Хорошая. Лягуху долго жарить не надо. Ровно так же, как всякую рыбу. Вы знаете, чтобы сочность здесь сохранилась, нужно буквально там, 2 минуты с каждой стороны, при хорошем жаре, естественно, и все на этом, да. Иначе будет сухомятка, и, знаете ли, получите рыбу сухую, которую будешь жевать как резину. С лягухой внимательно. Лягуху мы тут уже, считай, на всех подербанили. Роман, держи тоже кусок. И давай я сразу же моментально лапку-то, ножку и тоже отведаю. Ой, дети. Обожаю детей. Я немножко поднаторел в лягухе. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Ну ладно, меня сейчас похвалят. Ребят, с лягушкой действительно очень важно не передержать. Настолько нежная вещь, что грань, где ты теряешь рыбу и получаешь сухомятку курицу, она очень тонкая. И, следовательно, вот по 2 минутки, раз-раз быстренько подержал, все, снимай. Она должна остаться внутри сочной, со вкусом рыбы, консистенцией рыбы плюс курица и так далее. Роман, как я приготовил лягуху?
Слушай, приготовил отлично, потому что лягушку я полюбил не так давно. Ты помнишь, я вообще раньше ее не пробовал. Здесь все круто, реально консистенция офигенная. И мне понравился тот соус, которым они ее замариновали, потому что он не перебивает основной вкус, но он присутствует. Так что, блин, супер. Ну, с лягой все в порядке, главное не налажать. Вот с крылышками, надеюсь, тоже не налажаем. Они жирненькие, поэтому периодически здесь что-то вспыхивает. Следите, когда сами себе готовите. Это отдельный шарм, хотя я знаю, многие люди пишут: господи, пришел в ресторан и еще сам себе готовишь. Ну, да. Например, когда ты не снимаешь, а сидишь с друзьями, общаешься и что-то себе накидал, это нормально. Это легонько. Здесь ты креветочек себе кинул, кто-то других кальмарчиков, еще что-то, и вперед нормально. Илья приехал сюда совсем недавно, и давай, первые впечатления от лягухи. Вот вы сами сейчас пожарили, расскажи, как вы пожарили, и есть ли разница между тем, что вы сделали, и тем, что я приготовил. Да, я напрашиваюсь на комплименты, извините. На самом деле мы ее сейчас пробовали именно на гриле, а буквально вчера пробовали ее вареной. И для себя первый раз вообще пробовал лягуху. Интересная на самом деле вещь, да, назовем это так, потому что это очень пограничное состояние. Мы ее пробовали вареной, она больше отдавала рыбой. Да. Сегодня мы ее пожарили, она больше отдавала в курицу, но рыба все равно чувствовалась. То, что пожарил ты, попробовал, это вообще баланс. То есть между курицей и рыбой. То есть здесь 3 разных блюда, одна и та же лягушка. Штука интересная, здесь могу порекомендовать. Как приезжаете, попробовать. На самом деле интереснее, чем даже вот обычные, как крылья приготовить, но штука намного экстравагантнее, на мой взгляд. Концентрат детей на квадратный метр. Ну и быстренько куриные крылышки. Здесь самое главное, это, конечно же, маринад. Ну, это вкусные куриные крылья. Во-первых, то, что... Ай, горячо. Пожарил я действительно неплохо. Внутри полностью готово, и они супер сочные, да, Ром? Да. И здесь, помимо того маринада, в котором они это принесли, здесь ты можешь еще и разнообразить. Потому что у нас здесь всякие соевые, рыбные, кетчуп, соль с перцем черным и лаймом, например. Поэтому ты всегда можешь совершенно смело вот так вот во что-нибудь-то и макнуть. Здорово, хорошо. С крыльями все в порядке. Главное не передерживать. Поэтому снимаем. Ну и теперь что же? Переходим к главному блюду. То, которое дается только когда ты купил VIP-билет. Вот мы тут ходили и давеча обозревали ресторан, где нам вагю подавали. Вот вы знаете, если бы вот в том рестике хотя бы вот это подали, я бы такой сказал: ну ладно, это, конечно, не вагю, но с претензией. А в том ресторане подали хрен пойми чего. А вот это, ясное дело, не вагю, просто жирный кусок говядины. Рыбка кобия хорошая, вкусная, но что-то маловато. Парочка таких совсем скромных кусочков. Ну и ракуха Авалон. Давайте вот так изваляли всю. И вот тоже аккуратненько поставим. С ноги снято, поэтому да, можно вот так обвалять в соусе. Пускай у нас будет тот же самый. Раз в нем подается, в нем и будем пробовать. И у Коби приятная очень шкурка, поэтому мы ее тоже в конце подзажарим.
Мясо. Роман. Все, жирок покапал, лишнего не дадим. О, тут даже подгорело маленько. Авалоны. Ваше время. Ну и вот пока мы заканчивали жарить наши эксклюзивные VIP вещи, Фантиет город маленький, и Алексей, которого вы могли слышать в предыдущем выпуске, вот он и подошел, и совершенно никто, естественно, не договаривался об этом. Просто, Леш, тебе понравилось это местечко? Очень. Вот так вот ребята просто приехали тоже сегодня покушать. Так что никаких вопросов, пускай. Сейчас мы выпуск закончим, естественно, сядем все вместе. А у нас пока что на дегустации. Ром, давай рыбу кобию. Давай. Слава богу, никаких костей. Да? Это прекрасная, замечательная рыба. Ее, к сожалению, здесь положили очень мало. Ты вот один такой кусочек съедаешь, и это на VIP-билет. То есть вот у нас с Ромой 2 VIP-билета, которые мы взяли. И получается так, вот у меня кусочек мяса, кусочек коби и 1 ракушечка авалон. Что-то мне сдается, раньше было лучше, Ром. Намного. И трава зеленее, и коби больше. Да? Там коби был огромный кусок. Где-то здесь будут появляться подсъемочки. Мясо побольше, и вообще на VIP-билет предполагалось не один вот этот контейнер, а, Ага. по-моему, по 3 штучки на человека. Ну вот что-то типа того. Слегка в этом плане немножко странно. Ну ладно, тут мясо такое, что я за косточку возьмусь и кусну сразу. Кусается ничего, так нормально. Я против жира ничего не имею. Сладкий соус. Вот если для коби я его практически не заметил, и это было неплохо, то к этому мясу, мне кажется, вот его бы с черным перчиком, да, Ром, вот это мясо. Мне Было бы здорово. мясо в целом очень понравилось, Да. оно хорошо кусается, там есть прожилки жира, а сладкий соус, если только слегка сделать поострее, а так хорошо. Да, вполне. Только, ребят, ну для VIP мало. Я понимаю, безлимитное пиво, все дела. Ну сколько мы с Ромкой по парочке пива выпили. Но, ну дайте нам мясо. Ну и ракуху авалон. В один раз я ее, скорее всего, не съем. Я ее вот так вот распополамлю. Держи, Ром. Или ты уже съел, что ли? Я ее съел, и ты зря ее распополамил, ты ее съешь за один раз. Да? Вот Ну так. ладно, давай я. Половиночку для начала. Это здорово и приятно. Во-первых, не передержано. Ну, это, опять же, классная, хрустящая вещь. Вот морского вкуса, может быть, не хватает. Не, ну это вкусно. Слушай, я уже в каком-то из обзоров говорил, что ракушка Авалон из всех ракушек это одна из самых лучших, потому что она не резиновая, Да. у нее чуть ли не кремообразная консистенция, а то, что ну, нет морского вкуса, ну и хрен бы с ним, здесь можно задать любой вкус, какой ты хочешь. Ну, в целом, здесь я соглашусь. Единственное, что здесь может быть, опять же, на мой взгляд, недостаток, что они не делают надсечек, как, знаете ли, нарезают манго, чтобы оно вот так вот раскрытое было, тогда да. Когда ты сверху обычно добавляешь какой-либо соус, и у тебя все здорово и приятно. В данном случае, вот в том соусе, в котором было извалено, тоже нормально. Опять же, вот получается, что единственный недостаток во всем том, что мы сегодня попробовали, мало. Ребята, получается безлимитка, а у вас мало. Мне это странно понимать. Ну вот я сейчас полил Авалона лаймом. И... А где разнообразиться-то мне чуть-чуть за счет VIP-билета? Одну единственную ракуху, и то приходится делить, чтобы разный вкус почувствовать. Понимаете?
Ну вот это вкусно, это по-другому. Я бы хотел еще штучки 3 иметь, чтобы с разными соусами ее попробовать. Она вкусная. Я хочу еще. Но это не обычные блюда, а исключительно за счет VIP. Ну и ладно. В общем-то, сегодня получилось неплохо. Как раз именно с точки зрения проверить и сравнить. И на мой взгляд, я не знаю, что Рома сейчас скажет, стало у них похуже, ребята. Ну, если в первый раз, когда мы здесь были, и вау-барбекю произвел, можно сказать, небольшой вау-эффект, то сегодня этот эффект, в общем-то, практически полностью исчез. Стало победнее. Выбор в шведском столе пострадал. А уж что касается выбора за счет VIP-билета, тут уж само собой. Роман, может, где-то что-то дополнит, но, на мой взгляд, к сожалению, все как-то дорожает и гуднеет. Поэтому получается, знаете как, никто со временем лучше не становится. Только вино и коньяк. Ну а с вами был Константин. Для подписчиков Костян. Всем пока. Хотя по-прежнему место неплохое. И вот новые туристы, которые приезжают сюда, да, и второй раз тоже заходят. Но из того, что добавить, то, что стало дороже, это нормально. Но то, что много лет прошло, почему бы не стать дороже? Но зачем они урезают количество, не качество, а именно количество блюд? Вот это мне непонятно. Безлимитное пиво — супер. Ну, да, тем более, что заметьте, как я им говорю, ребят, принесите сразу ящик нам, поставьте, нас все-таки тут 6 человек. Они такие, нет, мы приносим по очереди. То есть, ну, боятся, что ли, что мы там слишком много возьмем, я не знаю. Ну, короче говоря, экономят. Такова жизнь. Ну и два слова, конечно же, по поводу самой рекламы небольшой. Илья совсем недавно приехал, уже воспользовался, естественно, трансфером, и даже с Романом на экскурсию в Далат они скатались. Скажи, пожалуйста, легко сделать как... Вот что? Давай. Вот люди собираются, и они сомневаются. Расскажи им. На самом деле все очень просто. Переписка через Telegram. Все именно с точки зрения заранее. То есть договорились, узнали дату, узнали какой рейс. Далее мы, когда уже непосредственно прилетели, ну, здесь все по-обычному. Встретили с табличечкой, все по кайфу. На джипе доехали уже непосредственно до нашего отеля. И на месте, как бы, нас завезли заранее, так как мы не могли разменять деньги в аэропорте, завезли в место с, ну, как нам показалось, лучшим курсом, и мы сразу же расплатились с водителем. По поводу экскурсии, как бы, Роман огромный молодец, то есть здесь проехались по всему, покупались в водопаде, поели фо, причем по фо здесь отдельный, как бы, респект, потому что пробовали именно вот в таком формате впервые, но, как Роман сказал, это лучший фо в Далате, поэтому... Да? Экскурсия в целом. Очень круто. Мы вернулись, там, мы уехали в 5 утра, вернулись приблизительно где-то часов в 9, в 10 часу. То есть мы проехали и по дороге канатной, и кофе попили. Причем попили и на Высокогорье, где у тебя обзор, по-моему, был, и попили лювак оригинальный, который вот с животными там познакомились и так далее. То есть насыщенно на целый день, ничуть не жалеешь? Не-не-не, тут здесь именно вот как раз с точки зрения жалеть мы параллельно там ходили, смотрели, там будет, скорее всего, либо то, либо то. То есть, если брать одну какую-то экскурсию у оператора, то это будет что-то выдернутое, там, 2-3 части. Плюс тебя завезут в магазин, плюс тебя завезут во второй магазин, и у тебя весь день потратится на то, чтобы ты походил в магазин. Да, я понял правильно, потому что эту экскурсию исключительно мы с Романом придумали, мы ее сделали. Роман водитель и гид, соответственно, обращайтесь, и у нас не одна такая. Спасибо, Илюх, большое за то, что обращаешься, за то, что советуешь людям. Советуешь? Да, определенно. Советует. Обращайтесь, пожалуйста, ребят. Кстати, вот... Рома туалетной бумаги спер, потому что салфетки... А у нас что, дождь начинается? Я голос себе сорву. Говори погромче, естественно. Ага. Нет, не помогает.